Давно на этом канале мы не говорили о новостях. И я думаю, вы понимаете почему. Потому что все новости очень быстро становятся неактуальными. И я записываю это видео 14 марта, и я боюсь, что к моменту, когда я уже выложу это видео, все изменится. Ситуация может измениться на 180 градусов. Но я все равно решила записать это видео, потому что я думаю, что эта тема будет в новостях очень долгое время. И я хочу, чтобы вы могли понимать аутентичные материалы на русском языке, чтобы вы могли смотреть новости на русском языке, чтобы вы могли читать новости на русском языке. Поэтому давайте сегодня вместе проведем этот непростой урок. Сегодня мы будем читать небольшие отрывки из разных газет и журналов, в которых комментируют слова Путина о прекращении огня в Украине. Может быть, вы читали эти статьи в оригинале, а сегодня мы будем читать их на русском языке. Я сейчас монтирую видео, и я поняла, что я забыла сказать, что к этому видео, к этой статье есть PDF-файл с практикой и словарем. Поэтому, если вы хотите повторить все слова из сегодняшнего видео, то этот файл будет в моем телеграм-канале. Что еще? Поставьте лайк этому видео, если вы еще не поставили, и добро пожаловать в нашу компанию. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. И да, давайте начнем читать статью. Так, я подвину камеру, чтобы вам было лучше видно. И давайте начнем. Сегодняшняя статья, как она называется? Как мировые СМИ отреагировали на слова Путина о прекращении огня на Украине. Это статья из газеты «Ведомости». Может быть, вы знаете эту газету, может быть, нет. Это такое деловое издание. Они пишут о бизнесе, об экономике, о политике тоже в том числе. И они в своей статье цитируют BBC, CNN, Reuters, Guardian, Figaro и Аль Джазира, Вашингтон Пост и Политика или Политико. Я не знаю, как правильно. Мы прочитаем эти мнения, эти разные цитаты. И почему еще я решила, что эта статья будет для вас очень полезной? Потому что мы будем говорить на одну и ту же тему, но с разных сторон. И вы сможете увидеть много синонимов, разные мнения на одну тему. Ну что, давайте начнем. Это будет непростая статья, но вы удивитесь, насколько лучше вы понимаете русский язык, когда мы с вами закончим читать и разбирать эту статью. Поехали! Как мировые СМИ отреагировали на слова Путина о прекращении огня на Украине? Что здесь может быть интересного? Ну, во-первых, СМИ. СМИ – это средства массовой информации. Я читала в комментариях к прошлому видео, что люди не понимают мой курсив. Прекрасно понимаю. Прекрасно вас понимаю. Поэтому, может быть, лучше делать, как я делала раньше в Миро, но мне кажется, так интереснее, когда я пишу. Не знаю, посмотрим. Массовой информации. Это СМИ. И средства – это множественное число. И значит, СМИ отреагировали. Тоже множественное число. Мировые – тоже множественное число. Мир. Мир – это вообще все люди на нашей планете. Мировые СМИ. Это наше общество, социум. Это мир. И как СМИ со всего мира отреагировали на слова Путина о прекращении огня на Украине. Прекращение, остановка, ну и, конечно, огня, огонь. Огонь – это одна из наших стихий. Вот. О, какая большая картинка. Вот. Это огонь. Наверное, вы заметили один интересный нюанс, одну интересную деталь. Здесь написано «на Украине».
Но вы знаете, что страны со странами нужно использовать предлог «в». Ну, например, в России, во Франции, в США, в Аргентине и так далее. И вот этот предлог «на» — это такая, как дань традиции, можно сказать. Еще в Российской империи, в СССР использовали предлог «на». И сейчас используют в Украине, но это ведомости, это официальная газета, поэтому они используют вот такой традиционный, может быть, не очень актуальный вариант. Президент призвал учитывать нюансы при заключении соглашения. Это отличный пример такого бюрократического предложения, такой бюрократической фразы. Президент призвал, он всех попросил, он всем сказал, что нужно учитывать вот этот корень «чит». Вы его видели в словах «считать», например. Кстати, смотрите, «ч» вместе мы произносим как «щ», «считать». Призвал обращать внимание на эти нюансы, призвал брать в расчет, тоже можно так сказать, другие нюансы при заключении соглашения. Ну, соглашение — это договор, контракт между разными сторонами, когда они соглашаются о чем-то. Они говорят: все, мы согласны, все супер. И вот они решили заключить. Там потом целый большой абзац. И чтобы не читать вот этот огромный абзац, я вам просто скажу в 2 предложениях. Скажу коротко, что Украина и США, Соединенные Штаты Америки, согласились, договорились, пришли к соглашению, что Украина готова на 30 дней остановить боевые действия, что Украина на 30 дней согласна прекратить огонь. И США и Украина спросили Путина: давай, что ты думаешь, ты согласен или нет? И Путин, как обычно в своем репертуаре, сказал, типичный путинский ответ: идея хорошая, но. Но у Путина есть вопросы к этому соглашению. То есть он еще пока не согласился остановить огонь на 30 дней. И «Ведомости», то есть это газета, которую мы сейчас читаем, «Ведомости» собрали реакцию мировых СМИ на согласие Путина остановить бои и условия Москвы. То есть Москва, она ставит условия. У Москвы есть тоже список требований. Москва тоже чего-то хочет. И Москва тоже говорит: мы хотим 1, 2, 3, 4. Это условия Москвы. Это ее требования. Ну что, давайте посмотрим, что пишут мировые СМИ, как они реагируют на этот ответ Путина. Начнем с BBC. BBC говорит: Россия имеет преимущество в Курской области. Путин явно чувствует, что ведет переговоры с позиции силы и не хочет ее терять. Смотрите, не любит ставить «ё», не любит ставить точки. Очень хорошая фраза — иметь преимущество. Преимущество — это лучшая позиция, более хорошая позиция. Кто еще может иметь преимущество? Ну, например, у меня есть такие ассоциации, когда ищут кого-нибудь на работу, ищут нового человека в компанию. И компания в требованиях к вакансии может написать свои условия, что хочет эта компания. Компания может писать свои условия в вакансии. И они могут написать: преимущества будут иметь, например, люди, которые знают английский язык. Из всех кандидатов на какую-то позицию преимущество будет у тех, кто знает лучший язык, кто знает английский язык. Значит, у людей, кто знает английский язык, преимущество. У них есть преимущество. И вот здесь, в Курской области, вы знаете, наверное, что украинские войска находятся сейчас в Курской области, в России, но Россия сейчас имеет преимущество в Курской области, как говорит BBC. Путин явно, очень ясно, очень понятно Путин чувствует, что он ведет переговоры. Вести переговоры — это наш глагол движения, вести.
вести переговоры, то есть с кем-то договариваться. Они переговариваются. И Путин чувствует, что он ведет переговоры с позиции силы, что у него есть сильная, хорошая позиция. Или, как говорит Дональд Трамп, у него есть карты на руках. И Путин не хочет терять вот эту позицию силы. Мгм. Что говорит CNN? Комментарии Путина быстро вызвали осуждение со стороны Киева. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил российского лидера в затягивании переговоров. Позднее президент США Дональд Трамп назвал ответ Путина многообещающим, но не полным. Он пообещал провести переговоры с президентом России. Какая реакция была со стороны Киева? Осуждение. Это очень резкая, негативная оценка чего-то. И понятно, что Киев осуждает эти вопросы Путина. И президент Зеленский обвинил. Два слова: осуждать и обвинять. Они используются тоже в судах. Если кто-то совершил преступление, то его осуждают и его обвиняют. Суд обвиняет человека в чем-то. Да, Зеленский обвинил российского лидера в затягивании переговоров. У нас были уже переговоры и затягивание. Что-то тянуть значит делать что-то очень-очень долго. И здесь они говорят, что Путин специально тянет. Путин специально не отвечает быстро. Он хочет, ему выгодно, если эти переговоры будут очень-очень долгими. Позднее, после, президент США, Соединенных Штатов Америки, Дональд Трамп назвал ответ Путина многообещающим. Итак, многообещающий – это положительная оценка, это позитивная оценка. Он сказал, что с этим можно работать. Этот ответ обещает очень много хорошего, но не полным, что Путин не сказал все от начала до конца. И Трамп пообещал, вот здесь многообещающим, который обещает очень многого. И Трамп тоже пообещал. Он сказал, что что-то сделает. Он пообещал провести переговоры с президентом России. Обещать – синоним дать слово. Например, у вас есть дети, и вы обещали своему ребенку, что в выходные вы пойдете в зоопарк. И это значит, что вы дали слово своему ребенку, что вы пойдете в зоопарк. И если будут выходные, и вы скажете: ой, знаешь, я не хочу, у меня много работы, ребенок вам скажет: как так? Ты обещал, ты мне пообещал. Идем в зоопарк. Все, ты дал слово. Многообещающий – это позитивная оценка, значит, эти слова, эта фраза, эта реакция, этот комментарий Путина для Трампа о многом говорит, что обещает много чего хорошего. Да, и Трамп пообещал провести переговоры с президентом России. Reuters. Я надеюсь, я правильно произношу эти названия. Если нет, то вы, пожалуйста, напишите в комментариях, хорошо? Reuters говорит: поддержка предложения США о прекращении огня, видимо, была направлена на то, чтобы продемонстрировать Вашингтону добрую волю и открыть дверь для дальнейших переговоров с президентом Трампом. Однако Путин заявил, что любое соглашение должно касаться того, что Москва считает коренными причинами конфликта. Это предостережение предполагает, что любое прекращение огня займет больше времени, чем хотелось бы Трампу. Этот ответ, эта цитата мне напоминает наше прошлое видео, где мы пытались сделать очень-очень длинное предложение. Вот идеальный пример. Идеальный пример супер длинного предложения. Ну, здесь два предложения, конечно, но... Итак, давайте их разбирать. Поддержка предложения США о прекращении огня, видимо, была направлена на то, чтобы продемонстрировать Вашингтону добрую волю и открыть дверь для дальнейших переговоров с президентом Трампом. Как я понимаю это предложение? Путин поддержал, кстати, это слово тоже было в прошлом видео, поддержка, поддержал предложение США о прекращении огня. То есть Путин, в принципе, согласился. Угу. И кажется, Reuters говорит, что, видимо, кажется, наверное, это
поддержка, это согласие было направлено, направление– это вектор. В чем причина? Почему они согласились? Направлено на то, чтобы продемонстрировать Вашингтону добрую волю. Добрая воля– это позитивные намерения. То есть они так хотят продемонстрировать Вашингтону, что они на одной волне, что у них доброе намерение, такие же намерения. И открыть дверь, это идиома, открыть дверь для дальнейших переговоров. То есть, чтобы начать переговоры. Но, если честно, для меня это логично. Если тебе что-то предлагают, ты должен согласиться с чем-то, правильно? И здесь они согласны в этом. Однако, однако, это синоним к слову «но», тоже было в прошлом видео. Однако Путин заявил, что любое соглашение должно касаться того, что Москва считает коренными причинами конфликта. Это предостережение предполагает, что любое прекращение огня займет больше времени, чем хотелось бы Трампу. Итак, но Путин сказал, что любое соглашение, все, о чем они будут договариваться, все, о чем они будут говорить, должно касаться вообще. Вот, я касаюсь своей руки, я трогаю, касаться. Синонимы, вот, я касаюсь цветов, я трогаю цветы. И все их переговоры, все их разговоры должны быть должны быть о том, что Москва считает главным, коренным. Что Москва считает коренным, главным. Что еще может быть коренным? Ну, коренные могут быть зубы. Есть молочные зубы у маленьких детей, потом молочные зубы выпадают, и на их месте растут коренные зубы. Вот, коренные главные причины конфликта. Это предостережение предполагает, смотрите, вот и здесь у нас, и здесь такой префикс. Это предостережение, то есть вообще вся вот эта вот информация, это предостережение. Путин не сказал, да, я согласен 100%, давайте прекратим огонь. Он сказал, давайте прекратим огонь. Но, однако, и такое предостережение о интересах, можно сказать, оппозиции дает нам понять, мы понимаем это, мы можем уже спланировать, мы можем понять, что любое прекращение огня займет больше времени, чем хотелось бы Трампу. То есть это прекращение огня, эти переговоры, они будут дольше, займут больше времени, они будут дольше, чем хотелось бы Трампу. Трампу хотелось бы, чтобы все было очень-очень быстро, но, наверное, этого не будет. Guardian. Избегая прямого отклонения предложения Трампа, Путин, по-видимому, балансирует между отказом открыто отвергать стремление Трампа к миру и навязыванием собственных жестких требований, что может затянуть переговоры. Вот опять это слово «затянуть». Делать дольше, чем планируется. И еще делать специально, делать так, чтобы это было дольше, затягивать. Итак, Guardian говорит, что Путин мог бы отклонить, он мог бы отказаться от этого предложения, но он его избегает. Путин не хочет прямо говорить, что мы не согласны. Путин избегает прямого отклонения предложения. И, по-видимому, кажется, он балансирует между отказом и навязыванием. Отказ– это говорить «нет». Все, я отказываюсь, я не буду это делать, я не хочу. Отказ. Guardian говорит, что Путин, с одной стороны, отказать Трампу, он хочет отвергнуть предложение Трампа, то есть отвергнуть, сказать «нет». И с другой стороны, Путин хочет навязать. Навязать значит настаивать на своих интересах. Можно навязывать свое мнение. У вас есть одно мнение, у вашего друга другое. Но вы делаете все, чтобы переубедить своего друга. Вы хотите посмотреть, я не знаю, Гарри Поттера, ваш друг хочет смотреть
«Властелина колец». Но вы очень хотите смотреть Гарри Поттера, поэтому вы ему навязываете свое желание. Вы целый день говорите про Гарри Поттера. И все, и вы просите, и просите, и хотите, и хотите. И в конце дня ваш друг говорит: ладно, будем смотреть Гарри Поттера. Вот, это навязывание, это навязывание. И Трамп хочет навязать свои собственные жесткие требования. У него есть список требований, список условий, и он их навязывает. Что может затянуть переговоры? Это позиция Guardian. Они думают, что Путин вот так пытается балансировать, что он не согласен с Трампом, и он хочет навязать свои требования. Ле Фигаро. Путину было бы трудно сразу отвергнуть американское предложение, рискуя показаться более воинственным, чем Зеленский. Это тем более актуально на этапе возобновления контактов с Вашингтоном. Но никто не ожидал, что кремлевский лидер, занимающий сильную позицию на переговорах, одобрит приостановку боевых действий. Кремлевский лидер. Видите, я ставлю эти «ё». Никто их не пишет. Смотрите сразу, сколько синонимов. Отвергнуть, отклонить, избегать. Может быть, было еще. И Путину было бы трудно сразу, моментально. Ему было бы очень трудно, очень сложно это сделать, невозможно. Потому что тогда он рискует, если Путин отвергнет это предложение, Путин рискует показаться, быть более воинственным, чем Зеленский, то есть более милитаризованным. А Путин не хочет так рисковать, он не хочет казаться более воинственным. И это тем более актуально на этапе возобновления контактов с Вашингтоном. Возобновить, начать заново, начать снова. Вот, например, я снимаю видео, нажимаю на паузу, а потом я возобновляю съемку. Возобновить, начать заново. Или даже не начать заново, а вот что-то было, потом пауза, и потом снова начать. Вот, начать с этой точки. И мы знаем, что сейчас между Россией и США такая оттепель, оттепель 2:0, а может быть даже 3:0. Ну ладно. Никто не ждал, что кремлевский лидер, который занимает сильную позицию на переговорах, у которого есть преимущество в переговорах, одобрит приостановку боевых действий. Одобрит — это согласиться, быть согласным. Одобрить — это согласиться, быть согласным. То есть никто не ожидал, что кремлевский лидер, который такую занимает достаточно сильную позицию в переговорах, он одобрит остановку боевых действий, приостановку. Есть остановка, приостановка, суффикс «при» означает немножко. Можно сесть, а можно присесть тихонько. Можно открыть дверь, а можно приоткрыть немножко дверь. Да, Ле Фигаро были удивлены, что так произошло. Аль-Джазира. Россия рассматривает переговоры о прекращении огня как возможность для долгосрочного урегулирования конфликта с Украиной. Всплеск дипломатии произошел на фоне того, что российские войска продолжают территориальное продвижение на востоке Украины и отвоевывают территорию в Курской области. Украина надеялась сохранить контроль над территорией и использовать ее в качестве рычага на переговорах. Однако на прошлой неделе Россия активизировала свои усилия по восстановлению контроля над регионом. Россия рассматривает, то есть Россия смотрит на эти переговоры с точки зрения возможности, с точки зрения шанса. Вы знаете слово «возможно», возможно синоним «может быть», возможность синоним «шанс». То есть Россия считает, что эти переговоры – это шанс для долгосрочного урегулирования конфликта с Украиной. Долгосрочный, на долгий срок. Есть краткосрочный, 1 месяц, 2 месяца, 3 месяца, краткосрочный и долгосрочный много-много-много лет. Аль-Джазира говорит, что для России прекращение огня – это шанс для того, чтобы решить этот конфликт на долгий срок. Всплеск в воде, когда вы бросаете что-то в воду, всплеск
дипломатии произошел на фоне того, что российские войска продолжают территориальное продвижение. Они продолжают двигаться, они продолжают идти вперед, продвигаются. Продвижение. Где еще может быть продвижение? Продвижение может быть, например, в соцсетях. Например, вы развиваете свои соцсети, вы блогер, и вы продвигаетесь в социальных сетях. Или у вас есть компания, и вы продвигаете свою компанию в социальных сетях, в интернете. Значит, российские войска, российские солдаты продолжают продвижение, они идут вперед на востоке Украины и отвоевывают, смотрите, префикс «от», завоевывают. Это значит, они берут себе, отвоевывают, тоже берут себе, но от кого-то отвоевывают назад территорию в Курской области. Украина надеялась, у Украины была надежда сохранить контроль над этой территорией и использовать ее в качестве рычага. Рычаг – это может быть инструмент или явление, когда у вас есть точка опоры, и я не знаю, как объяснить, давайте я вам просто покажу. Вот есть рычаг, вот такой рычаг. Видите, вы хотите что-то поднять, и вам нужен рычаг. И Украина хотела использовать контроль над территорией в Курской области как рычаг. То есть, чтобы это было ее преимущество на переговорах. Однако, на прошлой неделе Россия активизировала свои усилия по восстановлению контроля над регионом. То есть Россия хочет восстановить контроль. Восстановить, возобновить. Вот у нас уже было похожее слово. The Washington Post. Президент России отклонил инициативу США, и уступки администрации Трампа убеждали Путина, что ему следует продолжать боевые действия. Только усилив поддержку США для Украины, Трамп сможет наконец выполнить свое обещание положить конец конфликту. Вашингтон-Пост видит ситуацию так. Они говорят, что президент России отклонил инициативу США, что Путин отверг предложение, отказался прекращать огонь. И уступки это компромиссы. И вот эти компромиссы Трампа убеждали Путина, то есть давали Путину понять, что ему следует продолжать боевые действия. То есть все компромиссы, все, что делал Трамп и его администрация, только давали больше шансов, больше возможностей Путину продолжать боевые действия. И только когда Трамп усилил поддержку для Украины, сделал сильнее, только тогда Трамп сможет выполнить свое обещание и положить конец конфликту. Положить конец – это значит закончить. Положить конец – закончить. Все. И слово «обещание». У нас уже было «обещать». Это когда вы пообещали своему ребенку пойти в зоопарк. Вот это обещание. И у Трампа тоже были обещания. Трамп говорил 24 часа. За 24 часа я положу конец вообще всем войнам в мире. Он не так сказал, но вы меня поняли. И наша последняя цитата. Политика, не знаю, политико, наверное. Или политика. Итак, российский лидер не сочтет, что принятие решения о прекращении огня в его интересах и попытается затянуть обсуждение. Вот это слово «затянуть». Один из возможных подходов Москвы – утверждать, что ни о чем нельзя договориться, пока у Трампа и Путина не будет возможности лично встретиться и поговорить. Время на стороне Кремля. Сколько много слов повторяется. У нас уже было затянуть обсуждение, у нас было договориться, у нас была возможность. Итак, что считает эта газета? Что они говорят? Они думают, что Путин не сочтет, не считает, он не подумает, что прекращение огня в интересах Кремля, в его интересах, в интересах российского лидера. И что российский лидер попытается, у него будет попытка, он захочет это сделать, затянуть обсуждение, делать его длинным, долгим,
какие-то комментарии, а давайте еще это посмотрим, а давайте здесь подумаем. И один из возможных подходов Москвы, то есть один из возможных методов, подход, метод, тактик Москвы утверждать, говорить, что мы ни о чем не можем договориться, что нельзя договориться, пока до того времени, пока у Трампа и Путина не будет возможности, не будет шанса лично встретиться и поговорить. Они считают, что Путин захочет лично встретиться с Трампом и только лично обсуждать эту ситуацию. И они говорят, что время на стороне Кремля, что для Кремля это выгодно. Выгодно, если все будет очень затянуто. Ну что, друзья, как вам такие новости? Напишите мне, пожалуйста, что вы думаете о возвращении рубрики Learn Russian with News. Что вы думаете о ее возрождении? Нужно ее делать или нет? Какие новости вы хотите видеть на этом канале? Если честно, я всегда очень боюсь делать такие видео, потому что, я думаю, вы понимаете, такие видео очень популярны не только для изучающих русский язык. И еще я подумала, что я могу делать такие видео на такие актуальные, горячие, резонансные темы закрытыми только для платных подписчиков, потому что я не хочу, чтобы эти видео были в рекомендациях у всех и чтобы эти видео были вообще для всех. С другой стороны, такие видео очень полезные, особенно для высоких уровней. Так что скажите мне, что вы думаете, и может быть мы можем делать такие закрытые видео. На этом пока все. До следующих новостей. Пока-пока.